Она держала перед собой венок и всех им расталкивала, но ей никто ничего не говорил. Явно она направлялась на похороны, а венок предназначался ее самому близкому человеку. Крупными буквами на ленте было написано «Сыночку от мамы». Понятно, что пожилой женщине было тяжело. Ей уступил место мужчина. Бабушка уселась, буркнув ему невнятную благодарность, сжала венок и прикрыла глаза. Смерть сына не укладывалась в голове. Через 2 месяца Лешеньке исполнилось бы 50. Ушел из жизни неожиданно. Причиной смерти стала передозировка наркотиками. Лариса Ильинична себя винила в этом, ведь и в мыслях не было, что сын употреблял. Такое не углядела, хотя Алексей взрослый. Но мать всегда на себя ответственность чувствует. Сын не какой-то неблагополучный элемент у нее был. Преподаватель вуза, заведующий кафедрой химии с 25-летним стажем работы. Работу свою любил. Жаловался иногда на студентов, трудно иногда с ними было. Но не до такой же степени, чтобы подсаживаться на это дело. Немаленький знал, что это такое, чтобы в таком возрасте крышу снесло. За 2 остановки до нужной пожилая женщина подскочила и начала пробираться к выходу. Потом стояла и с нетерпением ждала, когда автобус подъедет к кладбищу. Она опаздывала, но надеялась, что успеет попрощаться. Как только двери открылись, выскочила и как полетела, шепча себе под нос, что нужно успеть. Тем временем с умершим Алексеем Ивановичем попрощались коллеги, члены семьи. Гроб уже опустили в могилу и собирались засыпать землей. Вдруг люди заметили бегущую пожилую женщину с венком. Могильщики вместе со всеми уставились в ту сторону. Женщина что-то кричала и размахивала руками, а люди замерли, посматривали друг на друга. Кто-то шепотом переговаривался, интересуясь, не знает ли кто эту бабушку. Но все быстро поняли, кто это такая. «Стойте, стойте!» — кричала Лариса Ильинична. «Дайте проститься с сыном». Стало ясно, что это мать покойного. Кто-то обратился к могильщикам, чтобы те вытаскивали гроб. Какая-то старушка крестилась и причитала, что это плохая примета вытаскивать покойника. Могильщики было кинулись к гробу, но молодая женщина их остановила. «Не трогайте», — потребовала Карина. Это была жена умершего. Похороны были за ее счет, и она договаривалась с ними, поэтому ослушаться ее они не могли. Возможно, она тоже верила в плохие приметы. Среди присутствующих уже начались разногласия по поводу того, что делать. Одни были на стороне матери, другие за то, что гроб категорически нельзя доставать обратно. И тем временем молодая невестка в штыки встретила подбежавшую свекровь, преградила ей путь к могиле, сказав, что та уже опоздала, поздно поднимать шум, пусть в следующий раз приходит вовремя. Кто-то охнул от такого жестокого заявления молодой вдовы. Кто-то с пониманием отнесся, ведь девушка потеряла мужа, у нее шок. Недавно только на свадьбе гуляли, а сейчас похороны. Карине было плевать на мнение окружающих. Она, не стесняясь в выражениях, отчитала свекровь, обозвала ее эгоистичной мамашей. Относилась девушка к ней крайне негативно. Лариса Ильинична тоже не любила невестку, а теперь, когда Лешеньки не стало, еще больше возненавидела. Пожилая женщина считала, что именно из-за Карины ее сын оказался в гробу. Это он под ее влиянием попробовал наркотики. Захотел быть как молодые, а среди молодежи употребление этих всех веществ, к сожалению, не редкость. Алексей после развода с первой женой долго был холостяком, а потом связался с молоденькой студенткой. Уже это вызвало подозрение у его матери. Неизвестно, каким местом он думал. 25 лет работал и даже по молодости не кидался на студенток, всегда дорожил своей репутацией. А тут неожиданно повелся на молоденькую девочку. Ладно бы просто какую-нибудь посредственную девушку, которая таким образом хотела бы устроить свою учебу. Это можно было бы понять, но связь с Кариной никак не объяснялась. У этой девушки были богатые родители, и сама довольно симпатичная, стильная. Зачем ей понадобился бедный преподаватель с пивным животом? Это был вопрос, на который Лариса Ильинична не нашла ответа. Сын утверждал, что это любовь, но не верила пожилая мать в такую любовь. Наверное, поэтому ее Карина и недолюбливала, хотя Лариса Ильинична в лицо ей ничего не говорила. Сыну озвучила свои опасения. Тот разозлился, сказал: «Ты тоже, мать, счастья сыну не желаешь». Она же наоборот желала, поэтому и хотела его переубедить жениться. Зачем, сломя голову, бросаться на молоденькую студентку? Проверил бы чувства, присмотрелся бы. Куда спешить? Но своими разговорами мать ничего не изменила. Эффект получила совсем противоположный. Лешенька мало того, что не прислушался к ней, так вообще обиделся и перестал с ней общаться. Сказал, что он ее благословения не просит. Это его жизнь. Лариса Ильинична очень переживала,
винила себя, что влезла в жизнь сына, но ведь чувствовала, что Карина ему не пара. Любой здравомыслящий человек увидел бы подвох, но мать ничего не добилась, только с сыном рассорилась. На свадьбу ее не позвали, а ведь почти смирилась с этой ситуацией. Даже костюм для свадьбы присмотрела и деньги сняла, хотела подарить гроши. Конечно, по сравнению с тем, что у сватов есть, маловато, но она от чистого сердца хотела, а в итоге такой шок, ее не пригласили. Сын не разговаривал с ней, от знакомых узнала, что свадьба состоится. До последнего ждала приглашения, думала, ладно, обиды, но в такой день то можно забыть о разногласиях. Каждый день в почтовый ящик заглядывала и ничего. Без приглашения не пошла, чего унижаться там. Еще от этого не отошла, а через месяц такая новость: сын умер. Причем узнала об этом случайно. В автобусе встретила мать его коллеги, она и выразила соболезнования. Лариса Ильинична так и вышла с отвисшей челюстью не на той остановке. Не поверила. Как так? Она ж мать, ей бы сообщили. Ну, позвонила этому коллеге. Говорит, да, сегодня похороны. Передозировка. Примите соболезнования. А ей никто и не сообщил. Вот и съездила с утра на рынок бабушка, а вот тебе невестка во всей красе. Такая низость. Ладно, свадьба. Но на похороны то позвать нужно было обязательно мать. Венок купила в попыхах и поспешила на кладбище. Времени мало было. Специально взяла денег в обрез, чтобы на рынке много не потратить. Такой венок купила, на такси уже не осталось. Так бы не жалко было, чтобы успеть. И вот не успела. Чуть-чуть бы раньше могильщики, узнав, что это мать покойного, решили бы пойти навстречу, поскольку веревки из-под гроба еще не успели убрать. Это было несложно сделать. Они не обращали внимания на протесты взбесившейся молодой вдовы. Мать — это святое. Карина скакала вокруг и угрожала могильщикам. Они достали гроб и начали открывать. «Да как вам не стыдно?» Вдова злобно смотрела на свекровь. «Оскверняйте моего покойного мужа». Лариса Ильинична даже не посмотрела в сторону невестки. У пожилой матери дрожали руки, а по щекам стекали слезы. Как только открыли крышку гроба, мать бросилась к сыну и начала расцеловать его. Потом запричитала над телом. «На кого ты меня оставил?» Не своим голосом взвыла она. «Ну вставай же, сынок». Волосы дыбом вставали от плача отчаявшейся матери. Даже невестка замерла и побелела. Но тут стало происходить что-то странное. Она услышала легкий хрип из носа сына. Пожилая женщина замолчала. Эхо от ее плача затихло. Она еще раз услышала этот крик. Лариса Ильинична отстранилась от тела сына и перекрестилась. Закапывающий гроб могильщик подошел. «Кажется, он живой», — взволнованно сказала бабушка. «Сама в это не верю». Люди с сочувствием на нее смотрели. Одна женщина подошла к ней и предложила отойти. «Он живой». Лариса Ильинична снова наклонилась над телом сына. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.